Так, я остановился в Роттердаме в The Student Hotel. Это, я так понимаю, студенческий отель. Тут все абсолютно в байках. Байк storage. Понятно, если вы не там припарковали, 25 евро штраф. Так, если... Понятно, должны быть всегда внутри припаркованы. Понятно. А где крутое на самом деле? Стоянка велосипедов, я такого никогда еще не видел. Класс. Мне уже нравится эта страна. Итак, вот он, собственно, Роттердам. Значит, я уже чувствую роттердамские ветра. Зелени, как я вижу, тут очень даже много. И мне тут гораздо даже, наверное, приятнее почему-то, чем в Берлине. Ну, хотя я в Берлине не был, просто на других улицах. Номера у машин почему-то в Нидерландах у всех желтые. Я не знаю почему. Уже велосипедисты круче, а я тут какой-то пешеход. Итак, у меня, к сожалению, кончилась карта памяти, и сами понимаете, я немного не поснимал. Соответственно, я останавливался в студент-хотеле. У человека, у которого сгорел дом, ему страховая компания оплачивает жилье в этом отеле и ремонтирует его дом. Но ремонтируют они особо не спеша, так как он сгорел где-то в начале июня, а до сих пор, не знаю, к октябрю, надеются, что сделают. Я тоже надеюсь, что побыстрее закончат. Ну, соответственно, вот такой вот Роттердам. Я сейчас иду на станцию метро Остплейн, и оттуда я буду отправляться в Хравезанде. Хравезанде. Как-то так это называется. Я спустился в метро. У меня мой поезд на Де Анкерс будет через 2 минуты. Я нахожусь сейчас на станции Остплейн. Все чистенько. Метро просто вылизанное. Так, я подъезжаю на метро к станции Схидам-центрум. На улице, похоже, идет дождик, что не очень хорошо на самом деле. Мне там надо сейчас пересесть на автобус. Я так понимаю, железная дорога под нами идет. У нее напряжение в сети 1,5 киловольта постоянного тока. В отличие от России, где или 3 киловольта постоянного, или вообще там 25 киловольт переменного. В принципе, 1,5 киловольта сравнительно безопасно, если кто-то захочет прокатиться на крыше, я думаю. Ну, правда, про штрафы я не знаю, как тут с этим. Ну, в принципе, мы приехали. Такая вот станция метро Схидам-центрум, а там уже центральный вокзал. Так, выхожу из метро. Сейчас узнаем, во сколько мне обошлась поездка такая. Ну, я больше чем уверен, что будет меньше 3 евро. Но в любом случае это дорого для меня. Но это окупается проживанием, за которое я не плачу, которое стоит еще дороже. Прикладываем. 1,86 поездка стоила. Теперь мне надо пересесть на какой-то автобус. Я не помню номер. Нужен 711. Туда 711.
Вот как раз интересная штука, эскалатор двунаправленный. Когда люди идут с одной стороны, он тянется вверх. Когда люди, например, спускаются, он начинает ехать вниз. А когда никого нет, он вообще стоит. На самом деле очень интересное изобретение. Так, кажется, вот он подходит, мой автобус. Хак Ван Холланд. Platform H. Отлично. Надо заходить и садиться в него. А, типа водила тут контролер, понятно. Goeiedag. Goeiedag. Вот так вот люди матерятся. А мне всего одну остановку проехать. После чего пересаживаться на другой автобус. Так я походу сел на места, предназначенные для инвалидов. Они тут даже другим цветом. Но я думаю, в любом случае я сейчас буду сваливать из этого автобуса. Мне надо в другой автобус пересесть на следующей же остановке. Стоп. Я должен был 28 минут ехать, это одна остановка. Окей. Это типа пригородного получается автобус. Понятно. Ну, отлично, тогда не буду слезать. Вот оно, нидерландское сельское хозяйство. Так, я проехал на одном автобусе, сейчас пересаживаюсь на другой автобус. Итого на дорогу я уже потратил около 5 евро, что в принципе-то до хрена на самом деле. По-моему, мой автобус 35. Окей. Кстати, вот это вот место, в котором я сейчас делал пересадку, это оказывается конец маршрута Е30, по которому я, собственно-то, и ехал, если верить картам, потому что вот Е30, он сюда в конце концов приходит, в эту вот точку. Итак, я приехал из Роттердама в какую-то деревню, где хочу остановиться сейчас. Достаточно всего сложно. Я мешаю велосипедистам ехать. Они меня, наверное, проклинают на голландском. Но я не знаю, где тут можно идти, поэтому простите меня. У меня велика нету. Я проехал одну лишнюю остановку. Мне теперь надо возвращаться на предыдущую остановку. Потому что в автобусе ни хрена нормально их не объявляли. Но это где-то около 900 метров. Типа такой деревни с полями. Вообще прикольно.